Затяжные морозы сковали реку крепким ледяным панцирем, значительно сократив и облегчив путь к моей избушке. Прекрасный солнечный день сулил легкую прогулку по ровной, словно асфальтированной ледяной поверхности. Казалось бы, что может быть лучше? Однако быстрое течение реки, не утихающее даже в лютые морозы, постоянно подтачивает лед, а слой свежевыпавшего пушистого снега окончательно скрыл опасные тонкие участки, сделав невозможной визуальную оценку маршрута. Один неверный шаг, и безмятежная прогулка превращается в смертельно опасное испытание. Очень много следов животных. Здесь есть не только обычные там лоси, косули, олени, но и хищные животные, то есть это волки, рыси, лисы в том числе. Благо медведей здесь нет, то есть они, конечно, иногда бывают, заходят в этот регион, но это прямо очень редко. А вот и надледная вода, смотрите. Вот так вот можно уйти под лед. Хорошо, что я взял с собой вторую обувь. Думаю, идти дальше или вернуться. Половину пути почти прошел уже. Носки насквозь. Сейчас подумаю, что делать дальше. Стоит ли рисковать? Третьей обуви у меня уже нет. Назад идти 2 километра, а вперед чуть более 3. Я все-таки принимаю решение идти вперед. Сегодня просушусь весь в доме под землей. И потом уже завтра в сухой одежде отправлюсь домой. Главное сейчас второй раз не уйти под лед, поэтому рисковать не буду. Дальше пойду только в лыжах. У меня из минусов это потерянные перчатки, варежки. Ну как потерянные, они у меня с собой, но они набрали воду и, соответственно, в них уже идти нельзя. С собой запасных у меня нет. Буду идти без варежек. Одежда стала дубеть, то есть вот, смотрите. Прям лед. Благо, пока идешь, этого не ощущаешь и не замечаешь. Дыхание сбивается. Вроде не куришь, не пьешь. Ну, только по праздникам. А тем не менее, все равно дыхалка чутка сбивается. Возможно, это еще просто адреналин. И понимание того, что ночью сегодня будет минус 23. Вроде бы теплая погода для Якутии, например, да? Но для нас это морозец. На этой реке я уже уходил под воду 3-й раз сегодня. 3-й раз я ушел под воду. Прошлой зимой было 2 провала. И в этом году пока что, слава богу, 1. За счет течения лед очень быстро подмывается. Течение здесь бывает доходит и до 10 км в час в некоторых местах. Соответственно, это и является основной проблемой ненадежного льда здесь. Скоро будет тепло, уютно, комфортно. Скоро я достану термос с чаем. У меня еще шоколадка с собой есть. Буду мотивировать себя этим. Сейчас иду и думаю, а что если бы, предположим, в данный момент меня бы окружила стая волков и попыталась на меня напасть. Скорее всего, я бы не смог оказать должного сопротивления просто по причине физической усталости. Примерно так, наверное, люди и погибают
где-то там в глуши, да, то есть особенно неподготовленные. Выйдя на маршрут, происходит какая-то непредвиденная ситуация. Ну, предположим, даже, да, ушел под лед. И хорошо, когда ты знаешь, куда идти и где ты согреешься, да. А если, предположим, идти далеко, а если мороз очень сильный, то это в любом случае нужно делать остановку, разводить сильнейший костер, наверное, и сушить вещи. Но опять же, таким образом ты теряешь световой день, время на прохождение маршрута, и в то же время и силы, запасы калорий. До избы оставалось совсем немного, и худшее казалось уже позади. Чтобы не терять драгоценное время на долгую растопку печки, я решил запастись березовой берестой. Она быстро разгорается и идеально подходит для розжига. Финишная прямая, друзья. Вижу трубу дымохода. Дом на месте, труба на месте. Это уже хорошо. Последние 100 метров. Если бы вы знали, как тяжело далась дорога в этот раз. Фу. Давненько так тяжело не было. Заранее оставленная снаружи снеговая лопата была отличным решением. Уже хочется быстрее зайти внутрь. И разгребать снег лыжами или руками в этот момент совершенно точно не хотелось. Кстати, здесь намного теплее. Плюсовая точно. Сейчас в первую очередь затоплю печку. И срочно нужно сушить свои вещи. Печь постоянно топится сосновыми дровами. Другого валежника здесь попросту нет. Поэтому печное стекло постоянно покрывается копотью. Одним легким движением руки и куском ткани я очищаю стекло, чтобы печь дарила не только тепло, но и эстетическое удовольствие. Что, друзья, спасительное тепло печки пошло. Стало расходиться по дому. Вот, сейчас сделаю дополнительную вешалку для сушки одежды. Веревку он нашел. Сейчас эту веревку повешу, сделаю сушилку и повешу свою куртку, вот эту вот, и штаны. Часок посижу, погреюсь, чтобы они просохли хоть хотя бы чуть-чуть.
решил попить чай. И заодно, не зря, что я решил попить чай, вспомнил совет своего другана из Бреста, Володя. Володя, привет, дружище. Сразу скажу огромное тебе спасибо за то, что ты дал мне тот совет. Рассказываю. По-моему, в ноябре месяце или в октябре я был в Беларуси, в городе Брест. И тогда мне Володя дал вот такие вот носки в банке. И я когда их сюда принес, точнее, прежде чем сюда их принести в дом под землей, он мне сказал, типа, Лех, оставь их до зимы и как-нибудь откроешь эти носки зимой. Вот, и сегодня настал этот момент, то есть у меня вторые носки тоже мокрые насквозь. Вот, показываю. Беларусь, носки 40-43 размер. Ну, правда, у меня 45-й. Но сегодня мне по большому счету вообще плевать, что там за размер носков. Главное, чтобы они были сухие. Греться у печки, потягивая чай из термоса, удовольствие неописуемое. Но отдых на природе, в глуши дикого леса, всегда сопряжен с работой. Центрального отопления здесь нет, а дрова, увы, имеют свойство заканчиваться.
Лосиная лёжка. Представляете, вот дом буквально в 20 метрах, может быть даже и 10. И здесь лежал лось. Отдыхал, загорал, грелся. Здесь солнечная сторона, подогревает эту полянку немножко. И, соответственно, я думаю, именно загаром он и занимался здесь. Ну, а я отправляюсь за водой. Сейчас нужно дойти до реки, сделать прорубь и, соответственно, заготовить как можно больше воды на эти 2 дня. Вот эту вот лунку оставлю. Ну, такую небольшую прорубь. Мало ли, может быть, животные придут воды попить сюда. В такую маленькую вряд ли кто провалится. Все-таки она, ну, довольно-таки маленького размера. Узенькая. Таков лесной быт. То дрова нарубить, то за водой сбегать. Конечно, это не промысловая изба, а место для отдыха. Поэтому я стараюсь поддерживать здесь чистоту и порядок. Глазу приятно и дышится легче.
Ведро у меня немного заржавело. Решил вскипятить воду и засыпать туда свое любимое чистящее средство. Ведро мою, вещи чуть подсыхают и займусь, наверное, ужином. Ну, а уже перед сном искупаюсь. Как обычно, максимально простой ужин сегодня у меня будет. Это спагетти и индейка, обжаренная с овощами. Но прежде чем готовить, давайте остановимся на магнитах, присланных вами, подписчиками и зрителями канала «Лесной строитель». Потихоньку тема с магнитами сходит на нет, но тем не менее периодически присылают их люди. И сегодня у меня два магнита. Йошкар-Ола, Марий Л. Привет, Алексей. Пишет тебе Андрей из Йошкар-Олы, твой давний подписчик. Смотрю твой канал давно, очень нравится то, что ты делаешь. Желаю тебе удачи и успеха во всем. Высылаю тебе магнит. Надеюсь, разместишь его на одной из досок в землянке. Всего тебе доброго. С уважением, Андрей. Извини за почерк корявый. Уместное замечание в конце, примечание, да, то есть, ну, действительно, в некоторых моментах я не понимаю почерк, хотя, Андрей, знаешь, почерк у меня, например, намного хуже. И спасибо тебе за магнит из Йошкар-Олы, Амурская область, Шимановск. Здравствуйте, Алексей, передаем вам большой привет с Дальнего Востока, с нашего маленького городка Шимановска, ударение на О. По специальному заказу изготовили этот магнитик. Такого больше ни у кого нет. Не знаем, куда вы его повесите, это не важно. Но пускай частичка нашего края будет у вас. Вы очень замечательный, талантливый человек. Спасибо за интересные ролики. Успехов вам во всем. С уважением, Татьяна и Денис. С удовольствием побывал бы у вас в гостях. Татьяна и Денис, спасибо большое за присланный вами магнит. Тем более изготовленный по спецзаказу. И, естественно, он займет свое место на одной из досок. Как раз таки здесь еще есть, я так думаю, мест 10-15, так что присылайте магниты. Но ни в коем случае, пожалуйста, я очень прошу, не надо никакие подарки присылать, не надо ни в коем случае присылать там конфеты, пряники, еще что-то. Давайте мы просто ограничимся магнитами. Великолепно.
если кто подписан на мой телеграм-канал, то, наверное, видели не так давно ролик, который я назвал «Ночной дожор». И как раз-таки сегодня название того ролика было бы очень кстати. Потому что время сейчас порядка 11 часов вечера, и я опять трапезничаю. «Ночной дожор 2». Очень вкусно получилось. Вы знаете, меня это даже настораживает и пугает. То есть у меня уже 2 блюда было идеально вкусных, ну, на мой вкус. И сегодня уже 3-е блюдо, которое реально вкусное. 3 раза подряд. Ну, это уже, я не знаю, может быть, готовить научился наконец. Нисколько не жалею, что изначально заложил в проект дома место под душевую. Смыть с себя всю грязь перед сном – это как сбросить лишний груз. После душа чувствуется прилив сил и отличное настроение. Ух ты, ешкин кот. Ни хрена себе там мороз. Минус 24. Ну ладно, сейчас, короче, погреюсь, кофе попью и уже потом пойду на улицу поработаю. А к обеду, если распогодится, то пойду и на речку и порыбачу. Но в минус 23 я не собираюсь сидеть на реке около лунки. Мне, конечно, интересно попробовать порыбачить, но я не настолько отмороженный и отбитый. Буквально 5 минут посидеть, 10, да, без движения, и можно сразу околеть. Вместо рулетки использую обычную веревку. С помощью узла на ней я измеряю длину нужных мне тонких бревен сосны.
все, окошко закрыл. Можно отдохнуть. Чего-то там особо не теплеет, погода, несмотря на то, что солнце выглянуло, погода теплее не становится. Градусов 15 до сих пор есть. И пока я не хочу идти домой, время мне позволяет полежать, почитать, отдохну. Часочек полежу, поваляюсь и уже потом двинусь в путь. То есть где-нибудь там время часам к 2 будет. Самое-самое солнце теплое в это время. И нормально. Короче, отдыхаю. Ну что, друзья, я уже оделся для того, чтобы выйти на речку. Шапку-ушанку жаркую снял, в ней идти очень душно по реке. В любом случае, спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи. Это был канал Лесной Строитель. Пока-пока. Кромешная тишина, только ветер гуляет по реке. Вот это всегда, кстати, недостаток маршрута по реке. Всегда по реке идет ветер. Только ветер шумит. Снег с веток то и дело так смахивает своей невидимой рукой. Ну и солнышко меня пригревает. Стою, греюсь, прям просто восхитительно. А снег какой красивый. 2 дня, по-моему, снег шел вот буквально позавчера. То есть он шел днем, вечером и еще чуть-чуть днем. И он прям пушистый-пушистый. Сверкает, как звезды на ночном ясном небе. Великолепие прямо полнейшее. Ну и осталось еще прям совсем чуть-чуть, метров 700-800, наверное. Поэтому я такой счастливый, радостный уже.